Защиты от влаги нет, да и в целом отношение к аппарату. Slingshot Extreme в 3D марке вообще не запускается. Нет NFC, нет влагозащиты, малая яркость дисплея, нет стабилизации видео при записи вообще никакой. Google Cam уже работает, но пока вылетает, притом снимает на голову выше, чем штатная камера. Нет видеозаписи в 4К, нет индикатора событий, нет ушей в комплекте. Проц нереально прожорлив. 6000 мАч он съедает как 4500 у обычных телефонов. На 1,5 дня хватает максимум. Отсутствует Band 31. Не поддерживается кодек LDAC, в Poco X3 при этом поддерживается. Цвета, черный особенно, инвертирует. Ночная съемка в Google камере не работает. И разумно, в принципе, хвалить супербюджетник еще и от Xiaomi. Но у меня язык не поворачивается это сделать, когда подвальный UMIDIGI Q-Bot, который я однозначно не советую покупать, но стоят они дешевле, рвет этих заевшихся китайцев в плавности работы и возможностях. Опишу подробные плюсы и минусы, покажу результаты тестов. Резюме будет в конце, но это они пошли по копированию жалкого подобия левой руки. Хотя, Tube 739, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о новом смартфоне эконом-класса Poco M3 от Xiaomi. Под распаковку результаты тестов, примеры фото и видеосъемки. Аппарат пришел мне довольно быстро прямиком из Китая. Ждал я его чуть больше месяца, заказывал на Алиэкспрессе. Я брал ультра дешевый вариант 4×64, при том, что телефон принимает карты расширения памяти. По мне, малая память это не критично, просто вставили карточку и все. Упаковка дешево, сердито и просто. Вскрыли, внутри чехол с заглушкой для входа Type-C. Я начинаю уже привыкать к этим топорным чехлам от Xiaomi, но все равно считаю, что можно было бы на $1 больше потратить и запихать туда приличный чехольчик, а не это чудо. Зарядка, кабель для зарядки Type-C и документация. Защитную пленку сходу сдираю, она здесь просто ужасна. Под ней олеофобка у экрана имеется. Итого мы после вскрытия имеем пластиковый корпус, стилизованный под натуральную кожу, ну или наш совковский дерматин. Окошко камеры в стиле OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Да, конечно, внешний вид это совпадение. А аккумулятор на 6000 мАч единственное и крайне сомнительное достижение Poco M3, но это лично мое мнение. ИК-порт для управления бытовой техники работает. Русская прошивка, несмотря на китайское происхождение смартфона, на борту. Полноценный трехслотовый лоток на 2 сим-карты и 1 карту памяти. Стереодинамики приличной громкости, но неприличного качества. Память формата UFS 2.1, поддержка быстрой зарядки. Кстати, комплектная ЗУ здесь на 22,5 Вт с поддержкой быстрой зарядки, хотя телефон поедает всего 18 максимум. Сканер отпечатка пальцев, кнопки питания, работает хорошо. Мини-джек, что радует. Ну и вроде все относительно хорошее. Смарт в принципе действительно неплох за свою цену. Комплект поставки не поражает, но он нормальный. Смартфон, зарядное устройство на 22,5 Вт, как я уже говорил, при том, что смарт может зарядиться лишь при 18. Защитный силиконовый бампер, который с трудом натягивается на смарт. Вырез для гнезда наушников в чехле есть, но проводные наушники при использовании чехла с недостаточно длинным штекером работать там не будут. Наушников в комплекте, конечно же, нет. По железу. Чипсет использовали довольно свежий, января 2020 года. Qualcomm SM6115 Snapdragon 662. Выполнен по 11-нанометровому процессу. Графическая часть представлена с процессором Adreno 610. В Antutu Proc выдает 180 тысяч баллов, в 3D марке набирает 373 очка. Тротлинг есть, после 6 минут теста максимальная производительность снизилась на 25%. Geekbench показывает цифры 316 и 1278, что в сингле даже хуже, чем у Redmi Note 7. Файл в 4,3 гигабайта передавался на смартфон за 1 минуту 52 секунды. Стандартный показатель для UFS 2.1. Кстати, если вы выберете смартфон со 128 гигабайтами памяти на борту, то память будет чуть быстрее, формата UFS 2.2. Достаточно неплохой дисплей в 6,53 дюйма, технология IPS. Максимальная яркость не супер, 400 нит на ярком
ярком солнце вам будет не хватать для комфортного просмотра содержимого экрана. Мне даже не на солнце не хватает. Углы обзора не максимальные, инверсия цветов при повороте дисплея присутствует, хоть и не критичная. Always on Display, конечно же, отсутствует. Из печального нет индикатора уведомлений совсем. Мультитач в 10 касаний работает, и это хорошо, и это отличает его от большинства китайских супербюджетников. Все-таки бренд. Чувствительность дисплея средняя. Защита от влаги по понятным нам причинам тоже нет. Смарт очень дешевый. Вибра, конечно же, топорная. С коммуникациями все неплохо. Двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi Direct, Bluetooth версии 5.0, GPS с поддержкой от GPS, GLONASS и Beidou. Есть инфракрасный порт для управления домашней и не только бытовой техникой. Есть даже FM-радио при подключении проводных наушников. USB Type-C версии 2.0, к сожалению. USB OTG работает, некоторые им пользуются. Мини-джек также никуда не делся, спасибо Poco. А вот NFC не завезли, жаль, но так. И еще одна особенность данного смартфона. Он поддерживает основные российские частоты LTE, но не все. Нет поддержки Band 31. Казалось бы, мелочь, кто будет обращать внимание на такой пустяк. Но пользователям сети Теле2 отдельных областей, Московской области, Тверской, Санкт-Петербурга, Ленобласти и Новгородской, я бы порекомендовал не брать данный аппарат без предварительной проверки бендов. Дело в том, что Теле2 в данных областях использует, кроме прочих, и Band 31. А вот еще одно, что было замечено мной. Несмотря на поддержку Bluetooth 5.0 и наличие в меню разработчика пункта, указывающего на возможность передачи данных по протоколу LDAC, мои наушники с поддержкой данного протокола так и не смогли подключиться к нему. AAC, SBC, пожалуйста, а LDAC ни за что. При этом у старшего брата Poco X3 таких проблем не было. Я наслаждался на Poco X3 несжатым звуком, почти не уступающим проводным наушникам. С чем связано данное ограничение, я пока сказать не могу. Скорее всего, прошивку не допилили. Аккумулятор, судя по презентации, должен был стать одной из основных фишек данного смартфона. Литий-полимерный аккумулятор емкостью целых 6000 мАч. Согласно обещанию, смарт должен жить дня 3 при средней эксплуатации. То ли энергоэффективность процессора Snapdragon 662 подкачала, то ли программисты Xiaomi не допилили оболочку для этой модели. В общем, чудес не ждите. 1,5 дня — это среднее время жизни смартфона при обычной эксплуатации. Для примера, просмотр часового ролика на YouTube по Wi-Fi с разрешением 1080p 60 fps с 50% яркостью дисплея съест у вас 7% батареи. Многовато. Просмотр фильма в 720p, предварительно скачанного на смартфон с той же яркостью в 50%, поедает от батареи 8% емкости за час. Стоит отметить, что яркость 50% большинству пользователей днем будет недостаточно, а скорее даже всем пользователям. Я еще раз повторяю, мне даже сотки здесь недостаточно, я люблю яркие дисплеи. Я ставил же значение в 50%, чтобы смарт не выходил за рамки традиционной методики тестирования. PUBG Mobile здесь играется на низких настройках с довольно большими лагами. Вот Wilds тоже на низких. Телефон однозначно не для игр. Смартфон поддерживает опцию реверсивной зарядки, то есть с помощью него вы можете подзарядить другой девайс, используя смартфон как Powerbank, хотя данная фича гораздо более понятна при наличии беспроводной зарядки, которой у M3 нет. Супер неприятный сюрприз — это скорость зарядки. Несмотря на заявленную производителем поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0, зарядное устройство мощностью 22,5 Вт в комплекте заряжать ваш смарт будет, внимание, 2 часа 44 минуты, почти 3 часа. Это же не планшет. При этом смарт был выключен. Последние 20% заряда он добирал около часа. Теперь о камерах. Основной блок имеет 3 модуля, но я бы считал их одним. Все дело в том, что разработчики установили основной модуль в 48 мегапикселей с апертурой f на 1.8 с размером пикселя в 0,8 с поддержкой фазового автофокуса PDAF. А в довесок к нему воткнули еще 2 модуля разрешением аж целых 2 мегапикселя. Это модули макросъемки и глубины. Толку от них, как вы понимаете, совсем немного, если не сказать, что его нет. Вспышка есть вполне неплохая. Фронталка разрешением 8 мегапикселей. Вырез под фронталку в виде капельки по центру экрана довольно большой. Вообще рамки у телефона большие, но это тоже не удивительно, он ультрабюджетник. По качеству съемки все не очень. Штатная программа для фотосъемки снимает ужасно. Дикий цифровой шум даже в дневных условиях. Невозможно сфокусироваться на объекте съемки, и долгая обработка фото вас достанет. Но все меняется с установкой Gcam. Шума на порядок меньше, алгоритмы работают более внятно, результат более предсказуем. Но, как говорится в известном анекдоте, есть один нюанс. Сборка Gcam, стабильно работающая с данным аппаратом, все еще в процессе доработки. Стабильной версии до сих пор нет. Поэтому всем желающим нужно быть готовым к многочисленным багам, вылетам и прочим прелестям. Еще не факт, что ее допилят. К слову сказать, в штатном приложении камера вообще отсутствует понятие ночной съемки. У других пользователей Gcam просто вылетает при запуске. Видеоаппарат может снимать в качестве Full HD.
На 4К не надейтесь, вряд ли оно появится. Стабилизации при съемке нет вообще никакой. Такая вот жесть. Но что поделать, свежий аппарат, надо потерпеть, умельцы допилят, надеюсь. А там начнут продавать повыгоднее и получше. По играм лучше вообще промолчать. Достаточно того, что этот новый смартфон даже запуск Asphalt 9 пока не поддерживает. И даже если предположить, что причина только оптимизация, во все остальное радости играть никакой нет. Даже по сравнению с Redmi Note 7. Цена по ссылке в описании к видео будет в районе $130 с бесплатной доставкой. И с учетом использования промокода из моего телеграм-канала по ссылке в прикрепленном комментарии. На Али все еще идет распродажа, и они пока работают. Я купил этот смартфон на сейле 27 декабря за 9200 рублей, если учитывать кэшбэк по карте и мой кэшбэк. Резюмирую, если вы умудрились купить этот телефон за $120 на старте продаж, вам безумно повезло. Но если нет, то тоже не расстраивайтесь. Все эти цифры в характеристиках и вопли фанатов однозначно не смогут вам передать, насколько данный телефон на данный момент не оптимизирован. И будет ли он оптимизирован, еще вопрос, потому что уже январь, а он все еще люто лагает. У меня есть Redmi Note 7, так вот M3 по ощущениям работает плюс-минус так же, даже местами медленнее. Лучше всего добавить $20 и купить на распродаже Poco X3 или китайскую версию Realme V3. В них хоть поиграть можно, а в Poco есть еще и NFC. Обзоры на них вы можете посмотреть в правом верхнем углу. К слову, позавчера на Али продавался Poco X3 с российского склада на Тмоле за 13200 рублей. Это прям совсем хорошо. Ну а если вопрос совсем ребром, что купить до $120, кроме Poco M3 и надежды на его оптимизацию, я ничего вам не скажу. Этого просто нет. Здесь хоть какой-то, но бренд. Спасибо за просмотр. Следующий обзор будет на новые ультрабюджетные часы от Xiaomi. Пишите, что еще купить на обзор, ставьте лайк за труды и подписывайтесь на канал. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.